Думай иначе, и жизнь изменится. Часто можно услышать такое. Но если смотреть не на уровне популярных формулировок, а на уровне того, как это описывает Джо Диспенза, картина становится точнее и одновременно жестче. Он не говорит просто «думай позитивно». Он показывает замкнутый цикл, в котором живет человек. Сначала возникает мысль. Эта мысль вызывает определенное чувство. Чувство запускает биохимическую реакцию в теле. Тело фиксирует это состояние. И дальше уже само состояние начинает влиять на мышление. В какой-то момент ты начинаешь думать так, как чувствуешь, и чувствовать так, как думаешь. Цикл замыкается. И здесь есть момент, который многие недооценивают. Тело привыкает к определенным состояниям и буквально становится носителем прошлого опыта. Если ты долго живешь в тревоге, напряжении, ожидании или контроле, тело начинает воспринимать это как норму и воспроизводит это состояние автоматически. Ты просыпаешься, и уже есть фон. Ты входишь в ситуацию, и уже есть реакция. Ты еще ничего не подумал, а состояние уже включено. И дальше мышление просто подстраивается под это. Оно объясняет, оправдывает, усиливает. Поэтому кажется, что ты реагируешь на жизнь. Но чаще всего ты просто продолжаешь уже знакомое состояние, подбирая под него новые причины. Именно поэтому, как говорит Диспенза, попытки изменить себя только через мысли работают слабо, потому что мысль находится внутри этого цикла. Она не стоит над ним, она его часть. Отсюда его ключевая идея. Если ты хочешь изменить жизнь, тебе нужно выйти из привычного состояния. Не просто подумать иначе, а начать чувствовать иначе. Потому что именно состояние задает восприятие, решение и действия. И на этом уровне это действительно начинает работать. Когда человек впервые видит, что он живет из повторяющегося состояния и начинает это отслеживать, появляются изменения. Он становится внимательнее к своим реакциям, фиксирует их, как он и предлагает, начинает видеть, в каком состоянии он находится в течение дня. Но дальше большинство людей сталкивается с одной и той же точкой. Они понимают модель, они видят цикл, они даже начинают его отслеживать. Но радикального сдвига не происходит. Иногда становится чуть легче, иногда появляется ощущение контроля, иногда удается переключиться. Но затем все возвращается. И это не потому, что человек недостаточно старается, и не потому, что с ним что-то не так, а потому, что он все еще действует внутри того же механизма, просто на более осознанном уровне. И вот здесь начинается тот момент, о котором обычно не говорят прямо. Если внимательно посмотреть на сам цикл, мысль, чувство, состояние, становится очевидно, что он уже запущен в тот момент, когда ты начинаешь с ним работать. Ты уже внутри, уже есть фон, уже есть направление реакции, и ты пытаешься изменить его изнутри. Поэтому усилие снова становится частью цикла. Контроль становится частью цикла. Даже попытка почувствовать иначе становится частью того же механизма. И именно здесь у большинства людей возникает потолок. Они доходят до определенного уровня понимания и дальше не двигаются, потому что следующий шаг находится не там, где они ищут. Если идти строго по модели, это выглядит как необходимость еще глубже работать с состояниями, еще внимательнее отслеживать себя, еще сильнее удерживать фокус. Но на практике это часто превращается в более тонкое усилие. И вот здесь возникает простой вопрос. Если мысль уже внутри цикла, если состояние уже внутри цикла, если попытка изменить состояние тоже внутри цикла, где тогда точка, из которой этот цикл вообще начинается? И это как раз тот момент, который почти не разбирается напрямую, потому что он не лежит на уровне мысли или эмоции. Он происходит раньше. Если начать исследовать это не теоретически, а прямо в опыте, то видно, перед тем, как возникает мысль или оформляется чувство, происходит короткое, почти неуловимое изменение в теле, во внимании, в общем фоне, восприятия. Оно длится доли секунды,
и его обычно не замечают. Но именно с него начинается вся реакция. И как только ты начинаешь различать этот момент, происходит сдвиг. Потому что цепочка перестает быть полностью автоматической. Появляется зазор. Реакция все еще может происходить, но она уже не захватывает тебя полностью. И здесь модель, с которой все начиналось, начинает раскрываться глубже. Если не пытаться сразу что-то менять, а просто посмотреть не на мысли и не на эмоции, а на сам момент начала, становится видно, что реакция не возникает сразу в готовом виде. Она собирается. Сначала меняется фон, чуть сужается внимание, появляется едва заметное напряжение. Это происходит настолько быстро, что обычно пропускается. Кажется, что «я просто подумал» или «я просто почувствовал». Но если смотреть точнее, видно, что мысль уже догоняет состояние, которое возникло мгновением раньше. И в этот момент происходит подмена. Мысль воспринимается как начало, хотя она уже часть процесса. Когда это не замечается, цикл замыкается полностью. Но как только появляется возможность увидеть этот первый сдвиг, пусть даже задним числом, автоматичность начинает ослабевать. И здесь важно, ничего не нужно делать. Любое действие в этот момент – это уже продолжение реакции. Попытка расслабиться, переключиться, подумать иначе – все это происходит позже. Работает только одно – развлечение. Сначала ты замечаешь это после реакции, потом – в процессе, и в какой-то момент – в самом начале. И именно здесь возникает то, что называют свободой. Не как выбор между вариантами, а как отсутствие полной захваченности. Парадокс в том, что именно из этого состояния начинают происходить реальные изменения, о которых говорит Диспенза. Не потому, что ты их создаешь, а потому что перестаешь автоматически воспроизводить одно и то же. Освобождается внимание, меняется восприятие, и вслед за этим меняются решения и действия. И тогда становится понятно, почему попытки думать иначе или чувствовать иначе часто не дают результата. Они пытаются повлиять на уже запущенный процесс. А ключевой сдвиг происходит раньше, в том месте, которое обычно остается вне внимания. Это не противоречит модели. Это ее продолжение на более глубоком уровне. И если ты хочешь это проверить, не нужно ничего усложнять. В следующий раз, когда возникает привычная реакция, не пытайся ее менять. Не анализируй и не объясняй. Просто посмотри, что произошло за долю секунды до того, как ты понял, что ты чувствуешь или думаешь. Скорее всего, ты увидишь не мысль, а короткое изменение в теле, во внимании, в общем ощущении себя. И именно оттуда разворачивается все остальное. И здесь важно понять, что в этот момент включается не какая-то высшая часть сознания, а вполне конкретная работа нервной системы. То короткое изменение, которое ты начинаешь замечать, это не мысль. Это реакция нервной системы на стимул. Она возникает быстрее, чем мышление. Сначала тело считывает ситуацию как знакомую, опасную, приятную, напряженную, и только потом подключается ум, который это объясняет. Именно поэтому реакции всегда кажутся мгновенными, потому что они уже произошли на уровне тела и нервной системы. А мысль просто приходит позже и оформляет это как «моё решение» или «моё состояние». Здесь же подключается память, но не как воспоминание в голове, а как зафиксированный опыт в теле. Все, что ты проживал раньше, эмоции, напряжение, реакции, записано не только в виде образов, но и в виде телесных состояний. И когда возникает похожий сигнал, система не думает заново. Она достает уже готовый ответ. Поэтому ты реагируешь не на саму ситуацию, а на совпадение с прошлым опытом. И если это не замечается, психика автоматически поддерживает этот процесс. Она достраивает смысл, усиливает интерпретацию, делает реакцию логичной. Возникает ощущение целостности. Я так думаю, потому что так чувствую, и это правильно. Но в реальности это просто согласованная работа тела, памяти и мышления внутри одного и того же паттерна.
И вот здесь появляется возможность для того, что обычно называют разотождествлением. Не как идея, что «я» не мои мысли, а как прямое переживание в моменте. Когда ты видишь, что мысль возникает как продолжение состояния, а не как его источник, между тобой и этим процессом появляется дистанция. Ты не убираешь реакцию, ты не подавляешь ее, ты не заменяешь ее на правильную. Ты просто перестаешь полностью совпадать с ней. И это меняет все, потому что в этот момент внимание перестает быть полностью захваченным. А внимание — это то, через что вся система поддерживает себя. Пока внимание полностью внутри реакции, она продолжается. Как только появляется зазор, она теряет часть своей силы. И именно это состояние часто описывают как присутствие. Но важно понимать, что это не особое состояние, которое нужно создать. Это не расслабление, не спокойствие и неправильное чувство. Это скорее отсутствие полной захваченности процессом. Когда ты не убегаешь в мысли о прошлом и будущем, не проваливаешься полностью в реакцию, а остаешься в том, что происходит прямо сейчас. И в этом месте, естественно, начинает проявляться то, что многие называют состоянием «я есть». Не как концепция и не как утверждение, а как простое ощущение присутствия без необходимости что-то с этим делать. Ты есть до мысли о себе, до оценки, до реакции. И из этого состояния уже иначе работает вся система. Нервная система перестает постоянно находиться в режиме автоматического реагирования. Психика не требует постоянного объяснения происходящего. Память не захватывает восприятие полностью. И тогда постепенно становится видно. Ты не создаешь это состояние. Ты просто перестаешь его терять. И именно из этого начинают происходить те изменения, о которых обычно говорят, но пытаются достичь через усилия. Потому что здесь ничего не нужно создавать. Здесь нужно только увидеть, как все уже происходит. Мы привыкли жить внутри мыслей, планировать, анализировать, оценивать, сравнивать, и в какой-то момент начинаем считать, что это и есть мы. Но мысль не источник. Она лишь отражение. Книга «Путь сознания. Выход за мысль» не о том, как думать правильнее, и не о том, как улучшить себя. Она о том, как выйти за пределы привычного мышления и впервые по-настоящему соприкоснуться с тем, что осознает. Эта книга родилась не из теории и не из пересказа чужих учений. Она выросла из прямого опыта наблюдения, тишины, внимания и постепенного распознавания того, что остается, когда мысль отпускается. Здесь нет мотивации, нет обещаний быстрых изменений и нет попытки убедить. Есть путь. Спокойный, честный. Иногда непростой, потому что он ведет не к образам, а к реальности. «Путь сознания» — это книга не для ума, а для распознавания. Она не требует веры, не требует согласия и не требует отказа от привычной жизни. Наоборот, она возвращает к жизни, которая проживается прямо сейчас, а не в мыслях о прошлом или будущем. По мере чтения может происходить странное. Мысли начинают замедляться, внимание становится шире, появляется ощущение тишины не как пустоты, а как живого присутствия. Не потому что книга что-то делает, а потому что она указывает туда, где ты всегда был. В этой книге нет линейного сюжета. Каждая глава — это отдельная настройка восприятия. Ты можешь читать ее по порядку или открывать с любого места, возвращаться, останавливаться, читать медленно. Это не текст, который нужно понять. Это текст, с которым важно быть. Выход за мысль — это не отказ от мышления. Это возвращение на уровень глубже, где мысль перестает управлять, а становится инструментом. Где появляется ясность без напряжения. Свобода без борьбы. И радость не как эмоция, а как естественное состояние присутствия. Если эта книга откликнулась тебе, значит, ты уже на пути.
Осталось лишь перестать искать ответы вовне и позволить вниманию вернуться туда, где все начинается.